Greetings, students of the ninth form, and this time we are going to look through chapter Going Green 6 of our wonderful Spotlight 9 study book. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы с вами посмотрим секцию Going Green, посвященную традиционно вопросам экологии, нашего замечательного учебника Spotlight 9. Это секция модуля 6. Exercise 1. Spend 1 minute writing down as many words related to transport as you can. Compare with a partner. Нас просят потратить минуту на то, чтобы написать как можно больше слов, относящихся к транспорту. Это могут быть как и виды транспорта, так и инфраструктура, дороги, ну и так далее. И сравнить наш список с тем, что получилось у нашего товарища. And there is an example to begin with. Bus, motorbike, tram, ticket, etc. And we can add bicycle, truck, car, speedboat, ferry boat, train, road, path, river, lake, aeroplane, fly, cruise, walk, wheels, etc. Слов, относящихся к транспорту, действительно много, и я думаю, что вы добавите еще свои к этому списку. Exercise 2. Discuss the questions. Нас просят обсудить вопросы. Let us look at them. Are roads, streets in your town, city crowded? When? Загружены ли дороги в вашем городе и когда? Скорее всего, речь идет о так называемых часах пик. Бывают ли они у вас вообще и в какое время? У одного из наших войс-ботов есть мнение по этому вопросу. Давайте послушаем, что она скажет, чтобы вы могли использовать это как пример. There are always traffic jams in the city center at rush hour when people are traveling to work and school. Здесь она говорит о том, что в центре всегда пробки, в так называемый час пик, он же rush hour. Если дословно, то это час, когда все куда-то ломятся, что в принципе соответствует действительности. What public transport is there in your town city? When does it run? Вопрос заключается в том, какой общественный транспорт доступен в вашем городе и в какое время он ходит. Давайте послушаем следующего войс-бота. In my city, people rely mainly on buses and the underground railway for public transport. Services usually run from around 6 in the morning to midnight. At weekends, the trains run a little later, until around 3 in the morning. I think there are also special night buses that run all night in the city center. Ну что ж, довольно общая картина. Автобусы, для крупных городов метро, отвечают за перемещение людей внутри города. Ну и, конечно же, вне его. Это, конечно, про автобусы. Метро за город обычно не ходит. Which means of public transport do you and your family members use? How do you find it? Example: cheap, expensive, crowded, efficient, etc. Какими видами общественного транспорта пользуетесь вы и члены вашей семьи? Ну и как вам это нравится, да, например? Вы считаете, что это дешево, дорого, слишком много людей, эффективно, ну и так далее. Давайте послушаем нашего третьего войс-бота. My family and I usually travel by the underground. We find it not very cheap nowadays, but efficient, although it can get a little crowded at times. Да, действительно, для крупных городов метро, вероятно, самый эффективный, да, efficient транспорт, хотя не всегда он дешевый. И да, действительно, там иногда бывает людно, особенно в час пик. Does your town city have any programs, such as the ones below, to reduce traffic? Have they been successful? Существуют ли в вашем городе какие-то программы, например, из тех, что перечислены ниже, для того, чтобы сократить количество машин на дорогах? И успешны ли эти программы? Let us look at the programs. Increasing public transport, example trams, underground trains. То есть увеличение количества общественного транспорта, дополнительные трамваи, поезда в метро дополнительные, ну и автобусы, наверное. Increasing cycle lanes, увеличение количества велосипедных дорожек. Making carpooling, bus taxi lanes. Что такое carpooling? Когда у нас много людей едут на одной машине, на одной и той же, на работу, в школу. То есть вы с соседями объединяетесь, вместо 4 машин, да, едете на одной. Ну и здесь речь идет о создании дополнительных полос на дороге для таких машин, для такси и для автобусов. Чтобы люди видели, что так можно быстрее добираться, и пересаживались на автобусы, в такси или на машины карпулинга. Banning cars from the town city center. Запрет машинам на въезд в городской центр. Making drivers pay to drive into
park in the city center. Ну и платные парковки в городском центре, а также платный въезд в него. Давайте послушаем нашего войс-бота, что он думает по этому поводу. Recently they reintroduced a tram in my city. It has helped reduce traffic up to a point, but I still don't think the network is big enough to cover all the areas that need it. On some days cars are banned from the city center with an even number plate, and on other days cars with an odd number plate are banned. Ну что ж, здесь у нас в случае этого войс-бота вопрос решался за счет увеличения количества трамваев. Однако сеть путей не все районы покрывает, то есть это не окончательное решение. Также машинам запрещают въезд в городской центр, но в один день могут заезжать машины с четными номерами, а в другой день с нечетными. Интересная практика. То есть примерно так эти вопросы должны быть обсуждены. Exercise 3. What do the pictures in the article show? Which of the features below belong to each type of transport? Нас спрашивают, что у нас показано на картинках в статье и какими особенностями из ниже перечисленных обладают у нас продемонстрированные виды транспорта. Мы понимаем, что это всего лишь разные виды транспорта, so we can say different means of transport are shown in the pictures. То есть на картинках у нас различные виды транспорта. What about features? Wheels – колеса, a windscreen – лобовое стекло. Windscreen wipers – это дворники. Seats – сиденья. Pedals – педали. Мы знаем, у какого вида транспорта они есть. Handlebars – это рукоятки. Видимо, речь идет о руле велосипедном. A basket – корзинка, мы ее тоже видим. Headlights – передние фары, и это, видимо, они. A steering wheel – это у нас штурвал. Такая вещь, которая бывает на кораблях. И мы понимаем примерно, где он может быть. So, picture A shows a three-wheeled car, picture B shows some bicycles, and picture C shows a boat. And this type of vehicle is called tuk-tuk, and tuk-tuk has wheels, a windscreen, windscreen wipers, one of them at least, seats, a steering wheel, помимо штурвала это еще и рулевое колесо. And headlights, у него есть фара. Bike has wheels, seat, сиденька у него одна, pedals, handlebars, and a basket. И корзинка, чтобы возить какие-то вещи. And river taxi has a windscreen, лобовые стекла у него мы видим. Seats, конечно же, внутри есть сиденьки. And a steering wheel. Здесь у него это штурвал, хотя сейчас на современных лодках он выглядит как руль. Как он выглядит здесь, мы не видим, но предполагаем, что все-таки так же. Exercise 4. Read the texts and mark the statements as true, false or not stated. Упражнение 4 нас просит прочитать тексты и отметить те предложения, что у нас ниже, на предмет того, являются ли они истинными, ложными или информации об этом нет в тексте. Давайте посмотрим, что у нас за предложение. Tuk-tuks are made in Asia. Эти так-таки делают в Азии. All tuk-tuks are painted red, white and blue like the British flag. Все так-таки раскрашены как британский флаг. All the bikes for rent in Paris are grey. Все велосипеды в Париже, которые можно взять на прокат, серого цвета. Renting a bike in Paris doesn't cost much. Взять на прокат велосипед в Париже не так дорого. River taxis in Jakarta operate 24 hours a day. Речные такси в Джакарте функционируют 24 часа в сутки. The taxis help people to go to the markets. Эти такси помогают людям добираться до рынков. Now let us listen to and read the texts and try to find the information necessary to do exercise 4. Let's begin. Everybody's worried about the high levels of pollution in cities at the moment, and a lot of it is because of exhaust emissions from cars, motorbikes, lorries, buses and taxis. Luckily, some cities are coming up with some creative solutions. A. Tuk-tuks. A new type of public transport has been appearing in British cities over the last few years. Three-wheeled, environmentally friendly rickshaws from Asia.
They run on natural gas and are called tuk-tuks because of the sound their engine makes. Each colourful tuk-tuk has its own individual design on it, such as a Union Jack, and even has a hood and curtains to keep out the rain and cold. These mini taxis can go at speeds of up to 56 kilometers per hour and are a huge hit with both tourists and locals. B. Get on your bike. If you go to Paris, don't be surprised if you see a lot of people riding grey bikes with metal baskets on the front up the Champs-Élysées. Since summer 2007, there have been thousands of bikes available to rent on the streets of Paris. The idea is simple. You buy a cheap pass for a day or a week, pick up a bike from one of 750 docking stations, ride it to your destination, and then put it back at another docking station. Now, traffic is down, noise is down, pollution is down, parking is much easier, and everyone from tourists to businessmen in suits get around the city on 2 wheels. C. River taxis. The authorities in Jakarta, Indonesia, have come up with the clever idea of making use of the city's network of rivers and canals for a new form of public transport, river taxis. As there are also markets along some of the rivers, you can hop off and do a little shopping on the way. The authorities hope this service will ease Jakarta's terrible traffic problem, as there are about 5 million vehicles on the city streets, growing about 10% yearly. Ну что ж, тексты интересные, возможно, мы попозже их переведем, когда разберем слова, выделенные жирным шрифтом. Теперь же давайте разберемся с упражнением 4. So, tuk-tuks are made in Asia. Так-таки у нас сделаны в Азии, and it's false. They do come from Asia. Они у нас действительно пришли в Британию из Азии, но вовсе не обязательно, что они там сделаны. Просто взяли модель, да, рикши. Рикши — это такие в Индии были товарищи, которые на тележке возили людей, сами используя себя вместо тягловой силы, да, то есть запрягали себя, можно сказать, в тележку. Потом поставили моторчик, здесь водитель и вот сзади пассажир. Но здесь нет ни слова о том, что они делаются в Азии. Хотя в наше время все может быть. All tuk-tuks are painted red, white and blue like the British flag, and it's false again. Мы видим в тексте Union Jack, который у нас обозначает флаг Британского королевства, но также мы видим, что у нас здесь every tuk-tuk has its own individual design, то есть они все раскрашены по-разному, все так-таки, что ездят в Лондоне. All the bikes for rent in Paris are grey. And it's true. Это правда. На это нас наталкивает фраза riding grey bikes, а также фраза there have been thousands of bikes available to rent. Если мы видим, что много людей катается на серых велосипедах и узнаем о том, что с лета 2007-го 1000 велосипедов стали доступны для того, чтобы их брали на прокат для аренды, то с помощью логики мы понимаем, что, скорее всего, эти 1000 велосипедов просто были серого цвета. Ну и плюс картинка нам помогает. Renting a bike in Paris doesn't cost much. And it's true again. И фраза о том, что the idea is simple, you buy a cheap pass for a day or a week, то есть вы покупаете дешевый пропуск, доступ на день или на неделю для велосипедов и катаетесь от станции до станции, да, docking stations. Тут она у нас изображена, это docking station. То есть станция, где стоит множество велосипедов, вы можете подойти, сесть, если у вас есть, конечно, допуск или пропуск, и поехать до следующей станции. Private taxis in Jakarta operate 24 hours a day. 24 часа в сутки функционируют эти речные такси. And it is not stated. В тексте нет информации об этом у нас. Но, зная азиатские порядки и какая там жизнь, очень может быть. Тем не менее, в тексте информации нет. And the taxis help people to go to the markets. И фраза о том, что у каналов располагаются рынки, и вы можете выскочить из этого такси, немножко пошопиться, да, и, в принципе, заскочить обратно, говорит нам о том, что это у нас true. Exercise 5.
Match the words in bold with their meanings below. Use 5 of them to make sentences about green transport. Нас просят соединить слова, выделенные жирным шрифтом, с их значениями, что у нас ниже, и использовать 5 из этих слов для того, чтобы составить свои собственные предложения об экологичном транспорте. Как мы уже поняли, все 3 вида транспорта, что у нас в текстах, являются экологичными. And the words are cover, что-то накрывать, покрывать. Where are you going? Куда ты идешь? Where you are going? То место, куда вы направляетесь. As you go, пока вы направляетесь. Ну или идете куда-то. Unique pattern, уникальный узор. Very popular, очень популярный. There to borrow. Здесь для того, чтобы можно было их взять, да, одолжить. Ну, то есть они легко доступны для этого действия. Ticket, билет. Matching jacket and trousers. Здесь надо смотреть, наверное, подходящий пиджак и брюки. Ну, посмотрим, что за слово у нас будет. People in power. Люди, у которых власть. Ну, или просто власти. Get off quickly. Быстренько сойти с какого-то транспорта, да, выпрыгнуть, как у нас говорят. А powered by питаются при помощи, да, запитаны от. Или же работают на бензине, газе, например, электричестве, ну или других источниках энергии. И давайте пойдем прямо по тексту. Run on. А powered by, то есть эти так-таки работают на природном газе. Individual design. Unique pattern. Уникальный узор. Ну, здесь это уникальное оформление, да. Внешнее, естественно. Hood. Cover. Это речь идет о вот этой штуке, да. Вообще hood это капюшон. Ну, в принципе, похоже. A huge hit. Very popular. То есть эти так-таки стали очень популярны, они настоящий хит. Как у туристов, так и у местных. Available to rent. That to borrow. То есть доступны для того, чтобы их взяли на прокат. Pass. Ticket. Ну, пропуск, да, или как билет идет он у нас. Destination. Where you are going. То есть место вашего назначения. Suits. Matching jacket and trousers. Понятно, это у нас костюмы, да, которые носят бизнесмены. Обычно они сочетающиеся, да, то есть одного цвета и частенько очень стильные. The authorities. People in power. То есть власти. Hop off. Get off quickly. Hop это как раз и есть глагол подпрыгивать, да. Ну или в данном случае выпрыгивать. On the way as you go. То есть пока вы катаетесь на таком речном такси, вы можете быстренько выпрыгнуть и по пути немножко заняться шопингом. Очень удобно. B. Find phrasal verbs in the text which mean collect, text B, travel around, text B, think of, text C. Нам нужно найти фразовые глаголы в тексте, которые означают что-то собрать, подобрать, путешествовать в какой-то местности и подумать о чем-то. И мы понимаем, что у нас глагол to pick up обозначает to collect, в данном случае взять велосипед с одной из 750 docking stations. Get around is to travel around, то есть перемещаться, да, по городу. And come up with a clever idea, нас интересует come up with, это и есть to think of. То есть о чем-то подумать, что-то в итоге придумать. И выйти с идеей, да, с умной идеей, с предложений. Так, слова мы разобрали, давайте теперь текст переведем. Всех волнуют большие уровни загрязнения в городах на данный момент. Ну, здесь речь идет в основном о загрязнении воздуха, я думаю. И очень большая часть этого загрязнения из-за выбросов выхлопных газов от машин, мотоциклов, грузовиков, автобусов и такси. По счастью, некоторые города находят креативные решения. Так-таки. Новый вид общественного транспорта появляется в британских городах последние несколько лет. Трехколесные экологичные рикши из Азии. Они работают на природном газе и называются так-таки из-за того звука, который производит их двигатель, когда работает. Каждый такой яркий так-так обладает индивидуальным дизайном, то есть у него свой собственный раскрас. Ну, как, например, Union Jack, то есть флаг британского королевства. Также у него есть капюшон и шторки для того, чтобы оберегать пассажира от дождя и холода.
Эти мини-такси могут развивать скорость до 56 км в час, и они стали невероятно популярны как среди туристов, так и среди местного населения. Садись на велосипед. Если вы отправитесь в Париж, не удивляйтесь, что вы увидите множество людей, которые перемещаются на серых велосипедах с металлической корзинкой впереди по Елисейским полям. Вот это вот Шампс-Элизе – это название Елисейских полей, на французском. С лета 2007 года тысячи велосипедов доступны для проката на улицах Парижа. Идея проста. Вы покупаете дешевый пропуск, или билет на день или на неделю. Берете велосипед с одной из 750 станций, едете в то место, куда вам нужно, и велосипед оставляете на другой такой станции. Как результат, пробки исчезли, шум исчез, загрязнение исчезло, очень легко парковаться, и все от туристов до бизнесменов в костюмах перемещаются по городу на двух колесах. На самом деле очень интересное решение. Речные такси. Власти Джакарты, что в Индонезии, выдвинули умную идею об использовании сети городских рек и каналов для нового вида общественного транспорта речных такси. Также некоторые рынки расположены вдоль рек, и вы можете, выпрыгнув из своего речного такси, заняться шопингом по пути. Власти надеются, что эта служба, эта услуга, облегчит ужасную проблему Джакарты с пробками, потому что на данный момент на улицах города около 5 миллионов машин, и их количество растет в год на 10%. Действительно серьезная проблема. Хорошо, что люди пытаются ее решать. Exercise 6. Listen and read the texts. Мы это с вами уже сделали. How have the means of transport in the texts helped reduce pollution? Tell the class. Тем не менее, здесь вопрос. Как те виды транспорта, что у нас в текстах, помогли сократить загрязнение? Нужно рассказать об этом классу. And as an example, you can say, tuk-tuks run on natural gas, so they don't pollute the environment. Bicycles don't create any pollution. River taxis reduce car traffic and pollution. Те самые основные тезисы, мы можем использовать для того, чтобы ответить на вопрос. Exercise 7. Think. Work in groups of 5. Imagine you are a minister of transport and his/her assistants. Decide what program to adopt to reduce traffic in your town. Present your program to the class. Интересное задание номер 7, где вас просят поработать в группах из 5 человек. Можете с друзьями объединиться или с родителями. Представьте, что вы министр транспорта. И остальные будут, например, вашими помощниками. Решите, какую программу из тех, что мы узнали с вами, предложить для того, чтобы сократить количество машин в вашем городе. И представить эту программу нужно классу, можете друзьям ее опять представить. Наш войс-бот Майкл написал такую программу. Давайте посмотрим, что у него получилось, чтобы вы могли использовать ее как пример. Let's begin. We would like to adopt the Get on Your Bike program for our city. We believe this program will benefit the environment as well as everyone who gets involved. The program will be easy and affordable. Rather than paying for petrol to run your vehicle or buying a travel pass to use public transport, you can purchase a bike pass. Not only will you help the environment by reducing pollution, but you will also save money and increase your fitness level. With this program, everybody wins. Что ж, хорошую программу выбрал Майкл. Он хочет ту же, что внедрили в Париже с арендой велосипедов. И действительно, она очень симпатичная, экономически выгодная, потому что не надо тратиться на бензин, на ТО автомобиля. Очень экологичная. И плюс она позволяет поддерживать себя в форме. Вы всегда будете стройными и красивыми. Exercise 8. Think again. Read a quote. What do you think H.G. Wells meant by this? Do you agree with him? Discuss in groups. Так нас просят прочитать цитату и сказать, что же имел в виду Герберт Уэллс. Согласны ли мы с ним и обсудить это в группах. Let us look at the quote first. Green wisdom. Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of the human race. Herbert Wells, English author. Английский писатель Герберт Уэллс, возможно, знакомый вам по книге «Война миров», и другим, как-то сказал:
Каждый раз, когда я вижу взрослого на велосипеде, я больше не в отчаянии по поводу будущего человеческой расы. And discussing it, you can say, it means he was happy to see that someone respected the environment enough to not add to the pollution problem. I agree with him, and I would like to see everyone do their part in saving our environment. Смотрите на года жизни Герберта Уэллса, да, и уже тогда он понимал, что загрязнение от машин вскоре станет проблемой. И каждый раз, когда видел, что взрослый ехал на велосипеде, а не на машине, он радовался, да, и считал, что у человеческой расы есть будущее. Мы, конечно, можем с ним только согласиться и желать, чтобы каждый по возможности вносил свой вклад в дело сохранения окружающей среды. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.